Добрый день, дорогие мои зрители, слушатели и вообще все люди доброй воли. Не меняем традиции, нажимаем на лайки, пишем комментарии. Это выводит видео на невероятные высоты. Но о чем я сегодня хотел рассказать? Меня часто спрашивают, в кого у меня такие брови. Поэтому я решил, знаете, как в анкетах советских времен писали там происхождение, да? Опять же, я это расскажу, но, может быть, это кому-то понадобится. Это же видео сохранится надолго, я надеюсь, на века. Может быть, кто-нибудь захочет написать в Википедию, когда там я буду или когда меня уже не будет, про родственников, про моих. А может, никто не захочет написать. Но я вот это видео расскажу, значит, о своем семействе, так, кратенько. Моя мама, в девичестве у нее была фамилия Розанова. У дедушки была фамилия Розанов Александр Петрович, он был. Бабушка была Губина Александра Федоровна. Дедушка родился в 1900 году, а бабушка в 1902. То есть сейчас бы им должно было быть 123 года и 121, но это вряд ли. Дедушка умер значительно раньше. Дедушка был из семьи священнослужителей у него было. Правда, в анкетах как раз вот в таких он писал из батраков, но знание языков у него было, значит, греческий, латынь, немецкий, русский и еще какой-то. Ну, то есть он был грамотный человек. Тогда было не так много грамотных людей. Да, и родился он в 1900 году. В 17 лет в гражданскую, значит, на Первой мировой он не был, а в гражданскую он в 17 лет командовал батареей. Потом уволился, и он занялся самолетостроением. Вместе с Туполевым он работал в КБ. Бабушка в 1902 году родилась. Где дедушка родился, я не помню. А бабушка родилась в Тифлисе, в семье путейского рабочего. Она закончила 3 класса школы. Соответственно, это ей был год, наверное, 15-16. А поздно в школу ходили. И пошла в революцию. 14 лет тогда уже считала взрослой, тем более на Кавказе. Там тепло, там взрослели быстрее по той причине, что она пошла в революцию, она школу не закончила. У нее было 3 класса образования. Но она была вот из этой всей кавказской группировки. Значит, Лаврик, Коба, не знаю, там встречались они, не встречались. Но это не так уж принципиально. Бабушка, значит, пошла в революцию. Она, собственно, была профессиональным революционером. После революции она тоже пошла в самолетостроение. Я не знаю, кто, то ли дедушка ее. Наверное, через дедушку она как-то пошла, потому что понятно, что она не могла быть ни конструктором, ни каким-то там инженером, но она могла быть менеджером, таким революционным менеджером, которым она и была. Она была зам наркома авиационной промышленности. А дедушка работал в КБ Туполева, да, Туполева посадили тогда во время репрессий. Дедушку не посадили, может, бабушка его прикрыла, не знаю. Он был кандидат наук, он был зав кафедры в промакадемии имени Сталина, такая была в Москве. Жила семья тогда на Новобасманной улице. В Москву все переехали. Дедушка там был зав кафедры авиастроения. Когда началась война, бабушке там дали какое-то воинское звание, но я думаю, что какого-нибудь генерала или полковника. Она занималась эвакуацией авиационных заводов. А дедушка, как и в гражданскую, пошел простым артиллеристом. Ну как, наверное, тоже у него была батарея, да? И дедушка очень крепко выпивал, потому что у артиллеристов, ну, он уже пошел не молодым человеком, то есть, если он был 900 года, значит, он 41 год пошел воевать. Он был капитаном, артиллеристом, и он очень сильно там выпивал. Потому что вот эти боевые 100 грамм, и плюс еще у него же было там для протирки оптики, там вот это все спирт. Вот. И с войны он вернулся уже, в общем, никакой, да? Об этом мне уже мама рассказывала, но об этом позже. Бабушка тоже вернулась, сестра у нее была, и у нее родная сестра была, Ольга Федоровна, даже такая смутно. Она была в Новочеркасске под оккупацией, а потом бабушка не сильно как-то, не подумав, устроила ее на авиационный завод. Авиационный завод был секретный, и бабушку репрессировали, да? Вот сначала хотели расстрелять, это было в 1946 году. Как-то ее все-таки сказали не трогать эту дуру, там Лаврентий Павлович сказал, Иосиф Виссарионович, или наоборот. Но они знали ее по Кавказу. Ее просто отправили на самую простую пенсию. Даже не персональную. Квартиру не отобрали. То есть получилось, что дедушка уже совсем плохой был.
после войны. И бабушка на пенсии. Вот, это 46-й год. Вот в кого у меня такие брови? Не знаю, наверное, не в них. Вот, значит, был 46-й год, и у них было две дочки. Людмила Александровна Розанова, соответственно. Потом она вышла замуж за тоже за летчика. Вот, ну, такого, ну, летчик, который на земле, он, конечно, больше всякой наукой занимался. Виктора Макарова. Она стала Людмила Александровна Макарова. А мама, она была младшая, 29-го года рождения. А Людмила Александровна, она была 24-го. А мама Гара Александровна была 29-го года рождения. У нее такое странное имя, потому что как раз вот в конце 20-х, начале 30-х была такая мода давать всякие такие странные имена. И, соответственно, там, ну, как раз были индустрии на индустрии. И, соответственно, она стала по аббревиатуре Губина Александр, Розанов Александр. Вот, Гара. Гара Александровна Качанова. Гара Александровна Розанова. Качанова она стала позже. И, значит, Гара Александровна Розанова. Ну, были в эвакуации, были истории об эвакуации, все. И Гара Александровна Розанова после войны, году в 46-47, поступила в Авгик на экономический факультет. Закончила она его, кажется, в 52-м или 53-м. Она мне рассказывала, что тогда не ходила в метро до ВДНХ, а жили на Новобасманной улице, это недалеко от 3 вокзалов. И она ездила на троллейбусе до ВГИКа. Сначала ВГИК занимал крыло в студии Горького, вот она мне говорила. Потом построили отдельное здание. Союзный государственный институт кинематографии. Значит, мама закончила, и после этого распределилась на плановый отдел Союзмультфильма. Потому что кто заканчивал экономический факультет, это то же самое, что сейчас называется продюсерский. Когда, соответственно, мог идти, ну, по финансовой части какие-то на ту или иную студию, или работать директором картины, то, что сейчас называется продюсер. Соответственно, она директором не пошла работать по неизвестным мне причинам. По неизвестным мне причинам она пошла работать на Союзмультфильм. Дедушка был совсем плохой, жили очень бедно, потому что денег вообще не было. Ну, откуда бабушка на самой минимальной пенсии. Рассказывали мне, что они там все шили, перешивали. Дедушка выпивал. А мама рассказывала, что он уже плохо мог одеваться сам. И он умер в 56-м году. Я эту историю затеял не только потому, что рассказать, в кого у меня брови такие густые, а еще потому, что вот он как раз умер в 56 лет. Вот. Мама рассказывала, в последний день он попросил купить ей ее колбасы конской. Она пошла, что-то купила там, грамм 50. Когда пришла, он уже лежал мертвый. Что так с дедушкой закончилось. Бабушка прожила до марта 81 года. Она умерла 4 марта 81 года. Ее я застал. Мне было 14 лет. Это единственный был, кого я застал из бабушек и из дедушек. Мама так и работала на Союзмультфильме. С папой они поженились в 67 году, через 2 месяца после моего рождения. И, соответственно, она стала Гарой Качановой. Вот я еще смутно помню бабушку, революционерку. Она, когда шли съезды партии, она пела «Интернационал». Вот, она рассказывала, что революция провалилась в тот момент, когда отменили партмаксимум. Была такая ситуация, что сразу после революции, гражданской войны, был так партмаксимум. Коммунист, на какой бы он должности ни находился, не мог получать больше определенной суммы. И, соответственно, чтобы не обуржуазивался. А потом этот партмаксимум отменили. Бабушка считала, что с этого все и началось. Ну, естественно, там Сталина считали подонком в моей семье, потому что знали его хорошо. Вот, мама опять же рассказывала, что когда взрослые в те веселые времена, там, конец 30-х, приходили, они закрывались в комнате и, в общем-то, думали, как его убрать. Потому что он, конечно, был невменько. И просили детей не рассказывать о том, что говорится дома. Никому они не рассказывали. Это я отскочил на 30-е. Но, как дальше показала история, Сталина не убрали всех старых большевиков, но вот бабушку не тронули. Да, кстати, у бабушки был еще такой эпизод. Ее сначала приняли в партию в 17 году, или в 17-м, но еще до революции. А потом, когда основали комсомол, она как раз
по комсомольскому возрасту туда проходила, и ее перевступили из партии в комсомол. Поэтому у нее там был какой-то сдвиг по партийному стажу, а он тогда считался. Ну, в общем, у меня в любом случае был что-то за 60 лет. Дедушку я не видел, ну, у бабушки не знаю уж, насколько были брови густые. А про другую часть семьи, ну, в общем, не в них у меня были густые, не в них у меня густые брови. Густые брови у меня, скорее всего, в папу. Но про папу я расскажу в следующий раз. Спасибо. До новых встреч.